Татуля. Все, садись за стол, на тебе кофе. Все, начинаем, запись пошла. Всем привет! Сегодня расскажу вам о том, как сделать вашу жизнь более энергичней при помощи утренних ритуалов. И это мастер-класс от популярного подкаста на Яндекс.Музыка «Пора вставать». И я его ведущий Александр Верещагин. Вы давно просили сделать практический выпуск подкаста, и вот вы его смотрите. Котя! И в самом начале подумайте над тем, какие привычки вы бы хотели внедрить в свою жизнь. К концу мастер-класса мы разработаем стратегию по их внедрению. Мастер-класс, который вы сейчас смотрите, я проводил по запросу для фитнес-центра и перед выступлением спросил у искусственного интеллекта, какие полезные привычки и утренние ритуалы были бы полезны спортсменам. И вот что он мне выдал. Никогда не пропускайте завтрак. Он является главным источником энергии на весь день. Если у вас нет времени, то попробуйте фирменный рецепт. Смешайте в миске хлопья, йогурт и фрукты. Фирменный рецепт любого спортсмена. Не забудьте о своем лучшем друге кофе. Вообще с кофе немножко такая двоякая ситуация, но я думаю, искусственный интеллект не может ошибаться. Если у вас нет кофемашины, то попробуйте наш секретный рецепт. Возьмите стакан горячей воды и добавьте в него 10 ложек растворимого кофе. Взбейте все это венчиком, и ваш кофе готов. Я думаю, надо вырезать, что искусственный интеллект не может ошибаться. Мотивируйте себя. Приклейте на зеркало в ванной комнате картинку с прекрасным видом и надписью «Сегодня я буду героем». Это отличный способ вдохновить себя на подвиги, даже если ваш героизм заключается только в том, чтобы не опоздать на работу. Если вы следили за моим подкастом, то знаете историю, как я пришел к утренним ритуалам. Вот честно, никогда не думал, что буду вещать про утренние ритуалы, а все началось в конце февраля 2019 года. Я сплю уже неделю, просыпаюсь только в туалет. 30 раз за сутки. С усилием встаю и иду на ощупь, так как ничего не вижу. Помню, как ужасно хотелось сладкого. Мозг перестал получать то, без чего не может. Это опасное осложнение кетоацидоз. Позже врачи скажут, еще чуть-чуть, и 4-й крест ставили бы не в диагнозе, а на крышке гроба. Так узнал, что у меня неизлечимая болезнь, диабет 1 типа с множественными осложнениями. Врачи аргументировали. Просто не повезло. Знаете, на самом деле я понимал, к чему все идет, и ничего, кроме состояния принятия, не чувствовал. Родные злились, они не хотели понимать причину, но у меня не было сил объяснить, что происходит. Мне хотелось спать. Такой пост я написал, когда узнал о диагнозе. Вот правда, я 100 раз это перечитывал, но прямо сейчас прям пережил заново. Сам диагноз я не отрицал, но мозг испытывал стресс, смеялся даже от своего дыхания, как идиот. В дополнение пришел этап самокопания, поиск виноватого в случившемся. Каждое утро под капельницей задавался вопросом «почему?». Возможно, из-за того, что ложился в 3, а вставал после обеда, злоупотреблял кофе, неправильно питался, ведь этому нигде не учат. А кто виноват? А виноват тот, кто не берет ответственность за свою жизнь. Назначили пожизненную диету. Но отказ произошел легко, так как чувствовал важность этого отказа. Понимал, что по-другому нельзя. Любимым продуктом нашел полноценную замену.
И не прошло даже 21 дня, как жизнь обрела новый оттенок, и я почувствовал, что наконец-то начал жить. Когда ставят страшный диагноз, мировоззрение сильно меняется, но спешу предостеречь. Со временем все возвращается к изначальной точке. Я начал жить, как и жил до этого, ведь все стало нормально. Через год на плановом обследовании выявили новое осложнение. Рано решил, что все нормализовалось. Нарушив условия один раз, открывается возможность к последующим нарушениям. Если хотите создать полезную привычку, выработайте самодисциплину и самоконтроль. Усвойте первый урок. Без самодисциплины ничего не получится. Даже если я вам сейчас буду говорить о том, что нужно отказаться от сладкого, мучного и кофе по утрам, расскажу о своем диагнозе, вы не измените свою жизнь, пока в ней не будет места самодисциплине. Второй урок. Не ждите подходящей ситуации. Лучшего времени, чем сейчас, не будет. Поэтому не надо откладывать введение полезности на понедельник, на следующую неделю или когда вам будет 30 лет. Подумайте, что сейчас вам мешает рано вставать, есть меньше сладкого, делать утреннюю пробежку. Третий урок. Привычку делайте гибкой. Учитесь менять форму привычки. Это как есть одни макароны каждый день, но надоели, делайте запеканку из них. Она надоела, делайте лазанью. Конечно, это неправильный пример, но вполне наглядный. Со временем пропадает мотивация следовать правилам. Так я извлек четвертый урок. Важно подкреплять привычку эмоциями и социальным обязательством. В Инстаграме, запрещенной соцсеть на территории Российской Федерации, дал обещание, что в течение 1000 дней буду просыпаться в 6 утра. В прямом эфире рассказывать об утреннем ритуале, и если просплю, то первому заметившему подарю 500 рублей. Так ненавязчиво предложил другим нормализовать подъем и отход ко сну. Это маленький шаг для освобождения времени на цели. Подумайте, а действительно нужно дожидаться страшного диагноза, чтобы начать изменять жизнь? Терять многие возможности, которые отнимает болезнь, слышать тикающий таймер. Жизнь не вечная, один миг и она пролетит. Я разработал ежедневник на 7 дней, который дает грамотную стратегию по внедрению утренних ритуалов. Скачать можете по ссылке в описании, так я буду уверен, что лекция не останется для вас просто набором слов. Если у вас до сих пор нет идей по тому, что бы вы хотели практиковать каждое утро, поделюсь своей методичкой на каждый день недели. Ссылка будет также в описании. Можете моей методичкой пользоваться или создать свою по образу и подобию. А теперь переходим к практике. Поставьте на паузу это видео, напишите в комментариях свой утренний ритуал и возвращайтесь ко мне. Когда мы хотим привить привычку, то ошибаемся в элементарных вещах. Поэтому ее внедрение затягивается на 21 день. Эти дни пытаемся сделать, чтобы она прижилась. И достигнув кульминации, забиваем на нее. Основные ошибки. Путь через напряжение заставляет себя привить ее. Подстраиваемся под условия, а не создаем их сами. А действия не привязываем к определенному времени. На самом деле мы быстро привыкаем, особенно к высокоскоростному интернету. А в армии даже и года недостаточно, чтобы привыкнуть к зарядке в 6 утра. Почему? Условия диктуют ситуации помимо нашего желания, а это вызывает напряжение, а кому нравится бегать по утрам, не будут его испытывать. Как же получить удовольствие от того, что не нравится? Перейдем к системе создания привычки за 7 дней, в ней вы найдете ответ. Создавая привычку, мы проходим 4 шага. Устанавливаем, фиксируем, усиливаем, смягчаем. За неделю создаем ее, а остальные дни доводим до автоматизма. К первому шагу относятся подкрепление в виде эмоций и личной истории. Создаем в голове фильм, где от первого лица, то есть из своих глаз, проживаем разные временные периоды. Будто эта привычка давно работает как часы. Во втором шаге закрепляем за привычкой место или маршрут и определенное время. Обычно мы посвящаем привычке освободившееся время, поэтому она не приживается. В спальне не получится продуктивно работать, там всегда хочется спать. Ведь за местом закрепляется и действие. В третьем шаге закрепляем
привычку социальным обязательствам и напоминаниями. Будильник, приложение, запись в ежедневнике, памятка на компьютере, обои на рабочем столе и тому подобное. Социальное обязательство – это не только взятие ответственности, но и поддержка в виде клуба, группы или обучения. И в заключительном шаге соединяем релакс с удовольствием. Сложное упрощаем и получаем удовольствие от ожидания процесса или результата. Начиная тяготить, еще раз упрощаем. Может в ущерб качеству, но привычка должна приносить удовольствие. И если не приносит, то возникнут проблемы не только с ней. 5 минут на иностранный язык найдется у всех. Напрягает заучивание слов, скачивайте приложение и учите играючи. Если это напрягает, смотрите сериалы, а не затягивает. Как я говорил ранее, меняйте форму. А теперь разберем пример. Возьмем утренний подъем. Как говорят, это полезно, но от этого не появляется мотивация привить эту привычку, потому что нет эмоциональной завязки. Если вставать в 6 утра, появляется долгожданное время на себя. Можно выполнять ритуалы, чтение, хобби, готовка, медитация, спорт, уход за собой. Помимо этого, нормализация сна полезна для здоровья. Мы объяснили сейчас мозгу, зачем это делать. Ему это нравится. На протяжении 7 дней перед сном визуализируем разные периоды жизни, подключая в сценарий жизни эту привычку. Визуализируем от первого лица. Включаем органы чувств. Например, чувствуем одеяло или тепло от солнца, слышим пение птиц. Это поможет сильнее зафиксировать новый жизненный скрипт. Фиксируем за этой привычкой место и время, ставим напоминания в различных видах и подкрепляем социальным обязательством. В 6 утра публикуем пост, сторис или выходим в эфир. В последнем шаге мы должны определить, как сделать подъем простым и легким. Какие будут предложения? Как легко вставать в 6 утра? Напишите в комментариях. Сложно вставать именно в 6? Упрощаем, встаем всего лишь на час раньше обычного. Как видите, все несложно и все под силу. Помните, быть на шаг впереди – это вставать на час раньше других. С вами был Александр Верещагин и подкаст «Пора вставать». Слушайте его на Яндекс.Музыка.